В жизни миллионов подростков важная дата. Им исполнилось 17 лет. Это для них потрясающий праздник нового ощущения и познания жизни, потому что именно в 17 ты начинаешь понимать жизнь как взрослый, оставаясь еще ребенком. Так вот, сегодняшний день и для меня праздник. Моей дочке Кате исполнилось 17 лет. Ну, раз я папа, то должен ее поздравить и что-то ей пожелать, что я и делаю непосредственно в прямом эфире. А поскольку у нас политическая передача, то и слова поздравления и мои пожелания будут необычными. Ну, давайте совсем уберем музыку, и я поговорю на тишине, потому что это очень важные слова. Всегда важно, когда говоришь с дочерью. Знаешь, Катя, тебя, как и твоих сверстников, ждет непростая судьба. Ты должна будешь найти свое место в жизни. И как бы я тебе ни помогал, именно ты будешь выбирать свою дорогу. Это самый сложный выбор, кем быть в этой жизни. Так вот, я прошу тебя выбрать в этой жизни достойный путь, смысл которого в помощи тем, кто вокруг тебя, в совершенствовании этого мира. Выбери достойный путь. Что такое достойный? Достойный – это не обязательно быть врачом или учителем. Это значит выбрать то, что помогает людям жить в лучшем обществе, в более справедливом обществе, в обществе закона и порядка. Так вот, тебе, твоим сверстникам, придется строить такое общество, потому что, честно тебе скажу, у нас это не получилось. Далее желаю тебе противостоять искушениям этой жизни. И личным, например, куреву, алкоголизму или наркотикам. Это все бегство от жизни, заменитель жизни. Гони тех, кто может тебя склонить к такому пути. А есть еще взрослые искушения. Возможно, когда-то ты станешь важной персоной, депутатом или, к примеру, членом правительства, и тогда к тебе обязательно придут люди, которые с ласковой улыбкой будут предлагать тебе деньги за решение каких-то вопросов. Это называется коррупция. Так вот, гони и этих людей прочь, ибо главное в жизни не деньги, а репутация. Деньги ты потратишь и останешься с большим домом, яхтой, мерседесом, а в довесок с презрением людей вокруг тебя. А репутацию зарабатывают всю жизнь. Она как сказочный неразменный рубль. Она всегда будет с тобой. Репутация. Правда, репутацию можно потерять за секунду, но ты это уже знаешь. Мы с тобой говорили об этих людях, которые потеряли репутацию за секунду. Конечно же, дальше ты будешь учиться, получишь образование, перед тобой встанет вопрос: а где жить? Ибо мир сейчас открыт, и ты, как и любой твой сверстник, может поехать куда угодно. Так вот, просьба. Вначале попытайся сделать лучше свою собственную страну, ведь это твоя родина. Но если ты видишь, что твоей родиной рулят негодяи, которые не дают стране идти вперед, уезжай без сожаления. Есть справедливое суждение, которое звучит так: если ты гражданин, то тебе должно быть не все равно, какое государство оккупировало твою страну. И если власть захватили негодяи, которые рассказывают гражданам сказки, а граждане превратились в овощи и тупо поддерживают преступную власть, то не трать ни секунды. Езжай туда, где твое стремление улучшить мир будет поддержано теми, кто вокруг тебя. И там ищи друзей и единомышленников, потому что время одиночек прошло. Сейчас один в поле не воин. Вот это вот главное пожелание, но есть еще и личное, по мелочам. Будь терпима к окружающим. Мы все только люди, а не ангелы. Да и ты не ангел, с тобой тоже непросто. Научись понимать мужчин, они хорошие. Так что не выноси им мозг, будь проста и понятна. Когда будешь выходить замуж, то выбери себе парня, с которым просто идти по жизни. И который легкий на подъем. Если вы не подойдете друг к другу, расстанетесь, разъедьтесь без сожаления. Помни, в мире живет 7 миллиардов человек. Так что ты уж как-то найдешь себе пару среди 3,5 миллиардов мужчин. Роди много детей, именно в них счастье. Именно в детях, а не в деньгах, славе или карьере. Запомни, те, кто не рожают детей из-за карьеры, те в старости остаются с 2 кошками и 3 почетными грамотами от постылой работы. И с одиночеством, от которого воют по вечерам. Ну и последнее. Я решил кое за что сказать тебе спасибо. Ты у меня поздний ребенок, ты у меня вроде дочь, но как внучка.
И ты должна знать, что ты у меня такая волшебная машина времени. Внуки обычно не рассказывают деду и бабке про интриги в школе. Они рассказывают родителям. А ты мне рассказываешь. Внуки не тянут деда в модные магазины за модными шмотками. А ты тянешь. И я хотя бы вижу, что сейчас модно носить. И даже, как ты знаешь, сам прикупил себе пару модных вещей. Внуки не спрашивают деда, как устроена эта жизнь. Они спрашивают родителей. Но ты спрашиваешь именно меня, ведь я папа, и это для меня важно. В общем, ты сделала меня счастливым в том возрасте, когда обычно сидят у телевизора, получают копеечную пенсию, играют в домино и звонят на телеканал, чтобы ругать власть. Да, я пенсионер, но я папа. Поэтому выпендриваюсь перед тобой, работаю на 5 работах, чтобы не только заработать, но и, что главное, быть для тебя успешным, значимым, а значит, интересным. Вот зачем нужны дети. Они нужны, чтобы родители не потеряли вкус к этой, в общем, скучной и однообразной жизни. Чтобы родители меньше думали о болезнях и старости. Ну, и последнее пожелание. Почитай своих родителей. Помни предков. Знай, откуда ты. Что делали те, кто был перед тобой? Родословное – это не пустой звук. Именно те, кого нет давно, именно они прокладывали тебе путь. Так что помни о тех, кто был перед тобой. В общем, советов нудный папа может дать много, но ты знаешь, твой папа никогда не выносил тебе мозг. Правда в том, что родители не умнее детей, а просто опытнее. Так что изучай опыт родителей, чтобы не наступить на их грабли. Учись наступать на свои. Ну, на этом все. С днем рождения, Катя, будь счастлива. Видимо, тебя удивит, почему я не показал какое-нибудь фото. Ну, у тебя же день рождения, значит, надо показать какое-то красивое фото. Но в этом нет необходимости, ибо это поздравление и пожелание не только моей Кате, но всем Катям, которым сегодня 17, и всем Петям, и Васям. А твое фото у меня дома. Я все равно знаю, что ты самая красивая. С днем рождения и с 17-летием.